Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам о своих впечатлениях от среднего формата Fujifilm GFX 50R. А то тут на канале один за другим воспеваю какие-то там всяческие кропы, PSC, даже микро 4/3, чертову постоянно нахваливаю. Конечно, вообще-то не всю, но все равно. А то и не дай бог, я вообще на канале своем начинаю хвалить камеры, у которых матрица 1 на 1,7. Ну, где это такое видно-то вообще? Если случайно залетел на мой канал, может сложиться какое-то превратное впечатление о том, что я какой-то поехавший, который не понимает прелестей большого размера матрицы. Нет, я прекрасно понимаю, но я также прекрасно понимаю, что большинству людей, любителей, кто будет покупать камеру, не профессионалов, абсолютно нахер ни за каким вообще чертом не сдался полный кадр и тем более средний формат. Большинству людей будет достаточно микро 4/3 или PSC камеры, и она будет полностью все нужды их исполнять, эта камера, и они будут получать массу удовольствия. Ну а если ты не любитель, а профессионал, то ты в принципе, скорее всего, подразумевается, что имеешь руки не из жопы и можешь снять даже на мыльницу нормальный кадр. Ну, понятное дело, что, естественно, тебе для полного раскрытия потребуется все-таки full frame, скорее всего, да, чтобы максимизировать свои возможности. Но в целом, если человек действительно умеет снимать и понимает, как фотографировать, снимать он может на что угодно. Ну а конкретно сегодня мы поговорим как раз про средний формат, про современный средний формат, который не сильно крупнее полного кадра. Естественно, тут не такой разлет размеров сенсора, как это было в пленочные времена, но тем не менее достаточно все-таки крупный сенсор у таких камер. И камера Fujifilm GFX 50R, она, в общем-то, считается до сих пор актуальной, хотя вышла уже достаточно давно. Камеру мне предоставил для обзора мой товарищ Стас Гаврилов. Он, кстати говоря, тоже ведет небольшой канал про фотографию. Там в основном он, правда, каким-то пленочным задротством занимается, но в целом, если вам фотография интересна, у него там есть и не только про пленку всяческая информация. Своими тоже впечатлениями он делится. Можете подписаться. Ссылочка будет также в описании. Ну и вместе с ним мы сейчас будем вести на Авито небольшой магазинчик по продаже нашей вот техники, которую мы покупали из любопытства, из интереса. Я вот, естественно, камеры постоянно покупаю себе для обзоров. Я все камеры за свои бабки покупаю практически. Он все камеры покупает, естественно, тоже за свои бабки. Никто ему с неба манну небесную не скидывает. В общем, мы, естественно, любим какими-то вещами поиграться, посмотреть, что из себя представляет это, чтобы иметь представление, чтобы с вами поделиться информацией. Вот. И в конечном счете обычно все равно выставляем это все на Авито и продаем. Поэтому мы решили объединить свои усилия и можете, если что, заглядывать. Ссылка также будет в описании. Назвали мы очень оригинально наш магазин Good Old Camera. Но вернемся к обзору, а то вы уже, наверное, запарились моими отсылками к ссылочкам, которые находятся в описании. Ну, ладно, не будем отвлекаться. В общем, в прошлом году я уже обозревал очень крутой средний формат от того же Fujifilm GFX 100. И несмотря на достаточно большое количество мелких недочетов, каких-то неровностей, шероховатостей, все же камера мне скорее понравилась. Она действительно меня удивила. Я прям перед инженерами шляпу снимаю. То есть там очень крутая матрица на 102 мегапикселя. Есть очень даже неплохой работающий стабилизатор и, опять же, вполне себе работающий следящий фокус, который, ну, немножко, конечно, не поспевает из-за того, что все-таки тяжеловато фокусировать такой блок линз для каких-то быстрых динамических сцен, но, тем не менее, там уже вполне нормальный работающий автофокус, в отличие от нашего сегодняшнего героя, но об этом позже. GFX 50R это уже все-таки старая камера, хоть и считающаяся актуальной, она, в общем-то, скорее всего, еще производится Fujifilm, она в магазинах во всех продается, то есть это камера, которая на текущий момент все равно считается
актуальны, еще раз повторю. По счету это второй средний формат Fujifilm после их GFX 50S. Ну и 50S она была достаточно какая-то громоздкая, несуразная. Когда она вышла в 2016 году, она, ну, лично меня, в общем-то, ничем особо не удивила. Ну, ничем, кроме того, что Fujifilm внезапно проигнорировали полный кадр и сразу же скакнули после их APS-C-системы. Они создали среднеформатную беззеркальную систему. Ну, опять же, камера, она действительно мало чем удивляла. Матрица там была, в общем-то, насколько я понимаю, даже точно такая же, как в Pentax 645Z. Вся разница была в том, что 645 Pentax, он все-таки зеркалкой является, а у них беззеркалка, хотя по размерам они очень даже так сопоставимы. Ну и думаю, не надо говорить, что у Pentax все гораздо было лучше в плане цветов, в плане автофокуса, да и в других каких-то характеристиках. То есть, если, в принципе, их лоб в лоб сравнивать, они очень сходны, но Pentax чутка получше. Ну и опять же, несмотря на то, что GFX 50S все-таки уже являлась беззеркальной камерой, она все равно оставалась огромной, тяжелой и достаточно такой корявой штуковиной. Ну вот наш сегодняшний герой — это как раз попытка Fujifilm с теми тогдашними технологиями нескольколетней давности сделать средний формат компактнее. Да еще и в стиле дальномерки, которая там отсылается, опять же, к фуджифилмовским средним форматам, таким достаточно компактненьким, из 80-х, 90-х годов. По сути, GFX 50R — это та же самая камера, что GFX 50S первой версии. Именно та же матрица, тот же процессор, все, в общем-то, то же самое, только в более компактном корпусе. Но в то же время тот же самый дерьмовенький автофокус и то же самое так себе программное обеспечение. И раз уж камера стала действительно компактнее, то она вполне естественным образом побуждает тебя выйти из студийных застенок, пойти поснимать с неидеальным светом, где-то в плохую погоду, где-то на улице, и попробовать ее в самых разных сценариях испытать и посмотреть, как она с этим справится. В студии я, конечно же, тоже поснимал, но в основном здесь у нас сегодня будет уличный контент. Ну и хочу сразу же предупредить, что от экранов лучше убрать оголтелых фудживодов, каких-нибудь дедов, которые дрочат на размер физические матрицы, и вот этих вот прочих вот безумцев. Ну а пока давайте посмотрим, как камера устроена и как она управляется. Я думаю, очевидно, что у камеры среднеформатной за такие огромные бабки корпус, естественно, из магниевого сплава, полностью металлический, все материалы более-менее крутые. Как обычно, у Fujifilm довольно дерьмовая покраска, она в принципе мало чем отличается от той, что была использована на X-Pro 2. Про ту я камеру уже говорил неоднократно, что очень дерьмово покрашена, просто голыми пальцами стиралась от прикосновений со временем. Тут вообще вон тоже уже коцки какие-то есть, хотя я уверен, что камера использовалась очень бережно. Также вполне естественно, что камера тяжеленная, она, конечно, гораздо меньше и легче, чем ее предшественница GFX 50S. Также она значительно, конечно же, меньше, чем GFX 100, на которую я уже делал обзор. Ну, там, в принципе, еще и с бадблоком такая, с двойной рукояткой камера. Ну, понятно, что та здоровенная вещь. Но, тем не менее, она, не могу сказать, что прям вот какая-то там компактная, сравнивать ее с полным кадром. Ни хрена невозможно ее сравнивать с полным кадром, потому что какой-нибудь полный кадр, он имел бы и ручку явно какую-то нормальную, человеческую, и весил бы все-таки поменьше. А здесь ручки, как мы видим, ни хрена нету. А она здесь крайне необходима при такой массе. Сзади, да, выступ очень хороший под большой палец, но при этом он покрыт, это вот, если посмотреть внимательно, то он покрыт омерзительным достаточно таким материалом. Вокруг все мягонькая такая резина приятная, а вот в этом месте как раз такая же шершавая дрянь,
которая используется в покрытии полностью на GFX 100. Она, если вспомните, я вам показывал, что я аж кровавые мозоли на пальцах натер от того, что ходил с камерой. Ну да, я, конечно, сумасшедший, я 15 часов без перерыва ходил с камерой в руках, но, тем не менее, неужели камера должна натирать тебе руку? Я думаю, нет. Ни одна другая мне руку так не натирала. С этими тут прям реально проблема, здесь довольно неприятно. В этот раз я, конечно, мозоль не натер, я по-другому немножко перехватывался, уже наученный этим горьким опытом. Ну и как бы понятно, камера в таком стиле rangefinder, как это называется-то, господи, дальномерки, да, у нее видоискатель смещен сюда электронный, здесь дырки нету, как вы видите, это не X Pro 2. Да, выглядит она, конечно, как будто бы X Pro 2, которая обожралась стероидами, чисто внешне очень похожа. Но у X Pro 2, опять же, отсутствие хвата сильно не смущало, потому что ты использовал его в основном с какими-нибудь небольшими праймами с дыркой F2, с компактными, и вряд ли ты на него стал бы нацеплять зумы, потому что это просто тупо неудобно и некрасиво и неэстетично. А к этой камере, да, есть, конечно же, фиксы, но я использовал ее с тем, что было, в общем, у приятеля моего, который мне ее дал на обзор. Это объектив самый дешманский, ну тут такое прекрасное сочетание. Самая дешевая среднеформатная камера на сегодня, из таких актуальных имеется в виду, понятно, что можно дешевле найти какой-нибудь древний Хасель себе, который, скорее всего, по цветам будет просто трахать этого в хвост и в гриву, но, тем не менее, будет похуже по ТТХ, таким номинальным характеристикам. Ну и также объектив здесь под стать, самый, в общем-то, дешевый зум, который есть сейчас под эту новую систему GF у Fujifilm. 35-70, что в эквиваленте означает 27/54. Ну, то есть такой двухкратный зум. Так себе по качеству, на самом деле, у него и хроматических операций довольно много, и резкость не всегда впечатляющая, при том, что здесь 50 мегапикселов, он их разрешает, прям скажем, с натугой. В общем, объектив дерьмецо. Если бы я был покупателем, у которого есть деньги на средний формат Fujifilm, ни за что в жизни, пожалуйста, ребята, не экономьте, не покупайте это говно. Лучше возьмите объектив, который я использовал вот как раз-таки с GFX 100. Он, наверное, в 2 или даже в 3 раза может быть дороже, но он во столько же раз и лучше, чем этот объектос. Плюс здесь еще и дурацкий этот механизм парковки, который я вообще дико не люблю. Пока не распаркуешь, снимать не можешь, все равно ходишь вот так вот с распаркованным им. В любом случае экономится сколько тут? Ну, 2 сантиметра размеров при переноске. Не знаю, нахера они это делают, что Nikon вот этой херней грешит. Sony сейчас стали тоже этим усердно заниматься. Ну, ладно, слава богу, хоть кнопки никакой нет, он сам просто с усилием отжимается и обратно убирается. Ну, давайте резвенько пробежимся по органам управления. Здесь есть спереди функциональная кнопка, здесь снизу блокировочка байонетного крепления, есть синхроконтакт, что, в общем-то, довольно неплохо, при том, что камера достаточно упрощенная является относительно ее предшественницы первого среднего формата GFX 50S. Дальше сверху у нас есть горячий башмак. Стандартная вот эта фуджифилмовская ерунда с выбором выдержки. Я ставлю в авто, потому что снимаю в основном в приоритете диафрагму, потому что мне просто так удобнее. Также режим протяжки, здесь кнопочка. Это функциональная кнопка на нее. ISO повесил хозяин камеры. Ну и тут колесико экспокоррекции. Также здесь спереди есть еще одно колесико, которое как раз таки в приоритете диафрагмы управляет диафрагмой. При этом, если обратите внимание, почему-то вместе с ним крутится и кнопочка спуска, хотя они вроде как не должны быть особо там между собой жестко соединены. Ну да ладно, это просто некрасиво. И здесь нет в этой кнопке такой уже ставшей, наверное, привычной для фуджифилмовцев дырочки для того, чтобы тросик сюда физически прикрепить. Кнопка включения расположена вот здесь. В общем-то, в принципе, нормально. Включаешь, выключаешь. Вполне удобно. Иногда все-таки приходилось перехватываться. Все-таки камера тяжелая и большая. Не всегда можно как-то ловко ее выключить. Именно включить прям супер легко, а вот выключается она прям с какой-то натугой. Что у нас имеется сзади? Есть видоискатель, который, опять же, ну, не то чтобы блистал там каким-то разрешением, он просто нормальный, хороший, ясный видоискатель.
в яркий солнечный день он вполне себе выручает. Но, опять же, какими-то выдающимися характеристиками, как у других средних форматов Fujica, он похвастаться не может. Здесь также есть кнопочка, которая управляет режимом видоискателя или экранчика, то есть ты можешь выбирать, как ты будешь просматривать в данный момент. Кнопочка удаления также программируемая. Еще функциональная кнопка, еще одна функциональная кнопка, то есть в принципе их достаточно много. И также вот здесь под большим пальцем еще одна функциональная кнопка, рядом с Quick Menu, вызовом быстрого меню. Здесь селектор выбора фокусировки режима, он обычно у камер Fujifilm спереди бывает, ну здесь вот как у GFX 100 также в общем-то размещен. И еще один кликабельный. Вот здесь вот не джойстик, а именно колесико, извините, я чуть не оговорился. Да, здесь все-таки колесико, и оно кликабельно. Ну, тоже как у многих фуджиков, очень похоже. И вот этот вот убогенький джойстик, который, в принципе, у них, наверное, на той же X-Pro 2 стартовал, и так вот кочует из одной камеры в другую. Он максимально маленький, неудобный, дерьмовенький. Но мне этот джойстик откровенно не нравится. Я прямо скажем, не фанат его. Ну и кнопочка меню ОК, просмотр, дисплей и бэк. Ну, то есть совсем по минимуму, максимальный минимализм. Здесь какая-то вот пустота, чего-то как будто не хватает. И не то чтобы старовер, но с крестовиной явно удобнее было бы. Дисплей здесь не поворотный, а просто откидной. То есть его можно откинуть таким образом. Можно вниз наклонить, опять же, да, на определенный градус. Ну, градус 45, да, наверное. Вот. И не имеет он наклона возможности в эту сторону. То есть, смотрите, по привычке не дерните Fujifilm-воды куда-нибудь в сторону, а то вообще отвалится и будете потом страдать. Ну, то есть, только вверх и вниз у него имеется наклон. Давайте посмотрим, что у нас здесь по интерфейсам. Сверху есть такой здоровенный, я вижу здесь отсек. Давайте его открываем. Опа! Под этой заглушкой у нас только микро HDMI и больше ни шиша. С этой же стороны справа находится у нас слот для карточек памяти. Этот отсек на 2 карты. Здесь, насколько я понимаю, оба разъема UHS 2 формат поддерживают. Ну, потому что все-таки файлы достаточно жирные, особенно если в не сжатом формате снимаешь. Прорезинена крышечка прям замечательно, очень хорошо защищена. С левой стороны также имеется небольшая заглушечка. Под ней находится абсолютно отвратительный разъем джек на 2,5 мм, а не на 3,5, как стандартный везде. Ну, в любом случае, я не знаю, каким надо быть уебаном, чтобы снимать видео на эту камеру, так что просто забудем об этом, как о страшном сне. Что мы имеем снизу? Вот здесь резьба для крепления штатива. В общем-то, находится очень хорошо, так прям посередине во всех смыслах, нигде ничему не мешает. Просто замечательно. Отличное расположение, отлично закреплено, видно, что болтами со всех сторон. То есть к нему вопросов вообще ноль. Здесь есть также батарейный отсек. Огромная батарейка, ее хватает надолго. Очень хорошая батареечка. Также здесь есть прекрасная вот такая вот, в кавычках прекрасная, на самом деле очень убогенькая заглушечка. Она какая-то вся пластмассовая, нифига не прорезиненная. Не уверен, что она прям сильно хорошо защитит камеру, если влага на нее как-то снизу вдруг польется. Ну, это, в принципе, сценарий маловероятный, но, тем не менее, снизу защита дерьмовенькая, сверху более-менее неплохая. Ну и здесь находится DC-in на 15 Вт. Разъемчик, то есть можно заряжать во время съемки. Также здесь есть USB Type-C разъемчик, тоже вроде как позволяющий заряжать во время съемки. Я не знаю, я не пробовал. Ну, в общем, странное расположение. Если ты захочешь, например, там, перекидывать файлы через USB Type-C, то тебе надо будет камеру вверх ногами переворачивать, как-то ее нелепо класть. Ну, что можно сказать про эргономику в общем и целом? В целом-то, да, она такая похожа на фуджиковские камеры другие, какие-то APS-шки. Если ты вот привык к какой-нибудь X-Pro 2, XE2, XE3, ну то есть вот этих вот сериям, то тебе нормально ее берешь в руки и погнал снимать. Единственное, что все расположено
довольно далеко, потому что камера все же крупная, где-то надо будет тянуться, камеру перехватывать второй рукой, одной рукой управлять, в общем-то, неудобно. Ну и она все же тяжелая и громоздкая, потому что, ну, сами понимаете, матрица здесь здоровенная, от этого никуда не денешься. Вот такую дуру все-таки пришлось в относительно компактный корпус запихать. И объективы, оптика, даже самый вот примитивный темненький зум, всего лишь двухкратный, и то весит очень даже немало. Если же вы думаете, что дорогущая камера за сотни тысяч рублей или там за тысячи какие-то невероятные долларов, как вам удобнее считать, сделает ваши снимки лучше, то вы глубоко ошибаетесь. Например, с тем же Fujifilm GFX 50R вы познаете настоящую боль, страдания и, в принципе, будете максимально ею унижены. У камеры есть автофокус. Ну, если верить характеристикам, которые указаны. Но по факту его практически нет. Да, здесь применяется контрастный метод фокусировки, не самый совершенный способ, конечно, с этим не поспорим. Но все зависит по большому счету от алгоритмов того, как это происходит, и от камеры, на которой этот автофокус применяется. Например, на той же самой микро 4 третьих, где достаточно большая глубина резкости, у Panasonic никаких проблем нет с контрастным фокусом, так же как у Олимпусов некоторых, у которых только контрастный фокус. То есть они фокусируются прям быстро, четко и куда нужно, без какой-то лишней возни, без промахов, все прекрасно у них. Это, естественно, говорю про единичную фокусировку без какого-либо слежения. Естественно, при слежении контрастный фокус начнет у тебя все-таки перепроверять сцену и постоянно соскакивать будет то на задний план, то на передний. И это, в общем-то, обычное его состояние. Да бог с ним, в принципе, со следящим фокусом. Главное, чтобы камера попадала туда, куда ты направил фокус в обычном фото без каких-то динамических даже съемок. Но даже с этим у GFX 50R серьезные проблемы. Даже не пытайтесь на Фуджик снимать, фокусируясь по одной точке. Это практически невозможно. То есть ты наводишься вот максимально контрастную сцену. То есть у тебя вот все вокруг, допустим, белое, и там какая-нибудь черная точка, он в эту черную точку, блядь, попасть не может. Ну это что за вообще порнография? Но если сделать по группе точек, то тогда у тебя уже фокусировка начинает все-таки немножечко работать получше. Но реально на своей памяти не могу вспомнить, чтобы какая-то камера с контрастным типом фокусировки настолько часто мне выдавала на экране надпись, что она не может сфокусироваться. Даже самая обоссанная, которую вот я прям ненавижу всей душой, камера Sony RX1R, на которую обзор есть на канале, вот у нее фокус просто вообще дерьмище полнейшее. Даже та фокусировалась лучше. Так что чаще всего бывает проще сфокусироваться самому руками, и мануальный фокус это будет ваш просто друг, который будет вас сопровождать в каких-нибудь маломальски сложных условиях для этой камеры. Про фокусировку по лицам и глазам я вообще молчу, на лица еще более-менее как-то камера попадает, но если попытаться сфокусироваться там, допустим, с близкого расстояния на глаз модели, то у тебя фокус будет гулять ну просто где угодно, но на глаз он вообще никогда не попадет. Опять же, проще самому гонять группу небольшую точек и джойстиком, собственно, направлять туда, куда тебе нужно, чтобы камера попала, потому что автоматика у нее или там алгоритмы, которые отвечают за фокусировку, ну, прям вообще дерьмовейшие из дерьмовейших. Ладно, будем считать, что с фокусом мы разобрались, поняли, что он очень плох. Ну, наверное, все-таки важнее в среднем формате какая-то визуальная составляющая. То есть я думаю, что вряд ли кто-то из старперов, кто снимал на средние форматы, будет сильно горевать от того, что у камеры плохой фокус. Они могут и вручную сфокусироваться. Ну, я, конечно, не старпер, поэтому все-таки требую от современной камеры современных технологий наличия в ней. Давайте сейчас несколько примеров посмотрим того, как камера работает в автоматическом балансе белого, как она показывает нам цвета.
Ну, с цветами и автоматическим балансом белого здесь, опять же, все стабильно плохо. Практически всегда требуется на постобработке какая-то дополнительная работа, чтобы привести как-то эту картинку в божеский вид, который ты сфотографировал. Здесь, опять же, я замечал, что небо сильно слишком уводит в циан. Это такая вот типичная болезнь соневских матриц, которая, в общем-то, здесь также стоит. Ну и вот именно баланс белого, то есть от теплого к холодному, мне совершенно непонятна логика его работы. То есть от кадра к кадру камера иногда очень серьезно, то есть там не буквально там на пару сотен там каких-нибудь там несчастных кельвинов, что более-менее терпимо она там промахивалась, а прямо очень сильно жестко промахивалась. То сильно в тепло уводила картинку, то слишком сильно уводила в холод. И какой-либо вот, я не знаю, логики поведения здесь у этого баланса белого я не смог понять. То есть иногда ты понимаешь, например, что ты снимаешь с люминесцентной лампой, и у тебя там может камера тупануть, сделать все каким-то зеленоватым. Тут, в принципе, тебе понятно, почему она так сделала, но вот почему ведет себя так камера, я здесь не понимаю. Просто GFX 50R умудряется жидко обдрестаться даже в каких-то, ну, совсем уж простецких сценах, которые у других камер, я думаю, что вообще бы никаких проблем не вызвали. Вот, например, как видит сцену камера, все просто какое-то зеленоватое, голубоватое. А вот как по факту было. Вот так вот камера увидела вот эту сцену. Не бойтесь, это не вам в глаза нассали. Просто по факту было вот так. И, естественно, если выставить баланс белого по серой карте или просто руками его задать, ну так, на глаз, если ты способен определить, проблем уже не будет. Но спонтанно какие-то вещи снять с этой камерой достаточно затруднительно будет. То есть, в принципе, если ты выставил вручную баланс белого, то ты можешь уже и картину какую-нибудь там отснять, переснять произведение искусства, еще что-то такое, там тот же интерьер, например. Здесь, да, с этим вопросов нет. Но если ты хочешь, чтобы камера в автоматическом балансе белого работала, то, не дай боже, тебе придется потом это все часами накручивать, чтобы привести в какой-то человеческий вид, чтобы это было не омерзительно. Ну и особенную грусть вызывают скинтона. Кожа у людей выглядит при самом разном освещении вообще максимально неправильно. Почти что у всех куда-то уводит в розоватые цвета, в какую-то мадженту. Опять же, такая старая соневская болезнь, с которой уже сами Sony давно разобрались. Но вот тут у Fuji почему-то, опять же, не совладал. У всех людей лица такие, как будто они или, там, не знаю, беспробудно бухают, или они с мороза пришли, или они реально в поросят начинают постепенно превращаться. Ну и думаю, после моих тирад про автоматическую фокусировку можно, в принципе, понять, насколько камера мало пригодна для фотографирования стрита какого-нибудь, ну, стрита я имею в виду от бедра. Это, в принципе, возможно, если очень сильно закрыть диафрагму и там поставить автоИСо, например, чтобы у тебя все-таки оставалась выдержка достаточно короткая, но все равно какое-то попадание происходили. Но, опять же, это какой-то совсем уж отстой. В целом можно что-то в муках каких-то страшных снять. И опять же я похвалю здесь затвор. Затвор очень тихий, звук от него приятный, людей от него не воротит, никто в страхе не разбегается, когда ты идешь с этой камерой.
И опять же, как мы видим, в еще одной области, которую я хотел бы, в общем-то, эту камеру как раз попробовать в большей степени, потому что она все-таки уже относительно компактная, здесь наблюдается полная немощь. Ну а в студийных условиях, если ты вот возвращаешься в родные края, такие среднеформатные, где они обычно и заперты, то да, здесь проблем гораздо меньше. Если ты все выставил вручную, сфокусировался самостоятельно, баланс белого нормально выставил, вспышечка, свет, все поставлено. Да, здесь уже картинка хорошая, все замечательно. Единственное, что у модели очень сильный муар у меня здесь на топике появился. Прям очень такой ядреный, такой хороший такой муар, нажористый. Матрица тут достаточно крупная, 33 на 44 миллиметра. Это вот современный средний такой формат, casual уже для начинающих, можно так сказать. Но разрешение 50 мегапикселов. Такими цифрами, в общем-то, особо никого не удивишь на сегодняшний день, потому что у того же Canon R5 полнокадрового, там 45 мегапикселов у Соньки, A7 R4 у нее там 61 мегапиксел. Ну, то есть такие цифры неудивительные, но все равно достаточно высокое разрешение. Картинка действительно очень детализированная получается. На нее можно снимать прекраснейшие пейзажи. Если, конечно, ты потом захочешь мудохаться с постобработкой. Также и какие-то высокодетализированные вещи, в принципе, можно снять. Ту же архитектуру, еще что-нибудь так подобное. Ну и, конечно же, муар – это у меня такой совсем уж единичный и уникальный случай получился, потому что в остальных ситуациях, в которых, по идее, он должен был бы появляться, его не получилось у меня словить. То есть просто, видимо, вот в каких-то вот этих конкретных снимках в студийных мне сильно не повезло. По большому счету с муаром действительно камера хорошо справляется, его, в общем-то, особо не наблюдается. Но зато наблюдается очень херовый баланс белого, поэтому, ну, он такой, как рулетка все же. Ну и опять же, стабилизатора на матрице здесь, естественно, нет. Объектив у меня тоже был не стабилизированный никоим образом. Ну, соответственно, было довольно большое количество микросмазов. Соответственно, если вы будете пользоваться этой камерой, и выдержка какая-нибудь там будет даже одна 125, наверное, лучше взять штатив, если это что-то не динамичное. Ну, понятно, одна 125 в большинстве случаев все-таки все вполне нормально, но на одной 60 там уже реально могут быть микросмазы. Принципиального отличия от каких-либо фуллфреймов по динамическому диапазону или по количеству шумов на высоких ISO я здесь лично не наблюдаю. То есть, ну, в принципе, это такая типичная картина для какого-нибудь полного кадра среднестатистического на сегодняшний момент. До 1600 картинка просто отличная. На 3200, да, она уже немножко попахивает говной, но все еще очень хороша. Правые у камеры тянутся прекрасно, на уровне какой-нибудь, опять же, среднестатистической полнокадровой Соньки. Про JPEG ничего не могу сказать, потому что в них я не снимаю. Я вообще не знаю, что за дебил будет снимать JPEG, честно говоря, на камеру за какие-то сотни тысяч. Просто, блять, зачем? Что за дурь?
Ну что ж, давайте кратенько резюмируем мое мнение про камеру GFX 50R. Если совсем уж тезисно, буквально в паре слов, это кусок кала. Если вам нужны какие-то крутые снимки, снятые на лету, или какие-то классные современные возможности фотографические от этой камеры, то это вообще не про нее. У нее этого нет. Но она вполне себя неплохо показывает в студии. Или при съемке интерьера, или при съемке произведения искусства, или какой-то предметки. То есть вот для таких вещей она очень даже пригодна, даже прямо очень хороша для таких вещей. Но опять же под чутким контролем человека, который на нее снимает. Только вручную выставленный баланс белого, только вручную нормально сфокусированная камера. И тогда у тебя все будет в порядке. Если же вы увидели достаточно низкую цену на сегодняшний момент на эту камеру, да, GFX 50R, в общем-то, кажется такой соблазнительная эта цена, по которой она продается на текущий момент, даже при ужасных условиях ценовой политики. И вот вы, значит, покусились на вот этот средний формат, захотели его наконец попробовать. Ни в коем случае просто остановитесь и подумайте, потому что это полное днище. Не забывайте про то, что вам придется к этой тушке, которая кажется не такой уж дорогой, купить вообще-то какое-нибудь стекло, которое будет стоить или как половина этой тушки, или, в общем-то, так же, как она, какое-нибудь приличное стекло, чтобы получать действительно качественную картинку. На эти же деньги, которые вы потратите на тушку GFX 50R и нормальное стекло, можно купить просто божественный какой-нибудь полный кадр, который будет просто разрывать эту камеру по своим техническим возможностям, и у вас будет гораздо более какое-то гибкое устройство для ваших целей. То есть оно будет как минимум более универсальное. Вы сможете сделать очень много всего в самых разных областях. А здесь вы будете заперты в каком-то узком спектре вещей, на которые она, в общем-то, способна, и жалобно посасывать в тех вещах, которые она просто не может сделать. Но если вам прямо остро необходим средний формат, вот прям душа просит, и при этом у вас денег просто там выше крыши завались, и вы даже там не считаете их, то вот здесь вы можете уже тогда обратить внимание на более современные Fujifilm, тот же GFX 50S Mark II или на GFX 100S. Эти камеры, они сравнимы уже по размерам с каким-нибудь DSLR, то есть такая среднестатистическая полнокадровая зеркалка, скорее всего, будет, ну, вот, ощущаться, да, по весу и размеру. При этом хват будет уже нормальный, человеческий. Но опять же, у более современных камер Fujifilm стоит, наконец, матричный стабилизатор, который поможет вам избавиться от большинства каких-то серьезных микросмазов, когда снимали без штатива на чуть более длинных выдержках, чем обычно. И что немаловажно, у новых камер Fujifilm все-таки уже есть автофокус, который по-настоящему работает, а не делает вид, что он вообще существует. И понятно, что эти камеры уже сделаны, естественно, с учетом старых каких-то допущенных косяков, все здесь исправлено и почти что до совершенства отполировано. Естественно, там есть еще к чему стремиться. Ну, в общем, камеры действительно неплохие. Если деньги есть, то можно их смело брать и совсем не обламываться. Такая вот у меня рекомендация. Единственное, что опять же угнетает, все равно Fujifilm довольно плоховато работает с цветом в автоматических режимах. И лучше бы, конечно, силы и мощности каких-то, я не знаю, кто там этим занимается, программистов, да, наверное, или инженеров, кто у них там за это отвечает. В общем, суть моей реплики в том, что они бы лучше бы эти силы пустили не на создание каких-то всратых жпеговских симуляций пленочек, а на создание нормальной, красивой картинки в RAW. Ну, вот такое вот у меня получилось мнение про GFX 50R. Ни в коем случае я не хейчу Fuji, они видно, что стараются очень сильно, стараются камеры сделать с каждым разом все лучше и лучше, и у них уже это, в общем-то, неплохо получается. Благодарю вас за просмотр. Если было интересно, поставьте обязательно лайк. Не забудьте также подписаться. Если есть возможность поддержать меня на Boosty, то можете также подписаться по ссылке в описании на мой Boosty. Собственно, это помогает очень сильно, потому что я сейчас вообще достаточно претерпеваю, стараюсь выживать. У меня сейчас видео даже реже выходит, потому что я, в принципе, занят тем, чтобы не сдохнуть с голоду и найти себе бабло каким-то образом. Сейчас кручусь как могу. Ну и напишите, что думаете в комментариях. Всем пока, до новых встреч!